Всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сейчас я вам расскажу историю про то, как я решил купить первую в своей жизни BMW. Задача была купить что-то не сильно мощное, но интересное. Поэтому мой выбор пал на BMW 330, заднеприводную. Вы спросите, почему именно ее? Да потому что мотор из той же серии, что легендарный B58. А конкретнее, закрытый блок, жидкостное охлаждение. Единственное, что не 6 цилиндров, а 4 и турбинка, соответственно, поменьше. По факту машина хорошо тюнингуется и едет. Мощность авто в стоке 252 силы. На доработках рассчитываю достать до 340 лошадиных сил. В отношении гонок это хороший средний класс на сегодняшний день. То есть проблем с соперниками для этого автомобиля у меня не будет. В общем, я уверен, что очень многим будет интересно посмотреть, как эта тачка валит в стоке и на доработках. Покупать я этот автомобиль буду, естественно, в США. Так дешевле и, конечно, интереснее. Ну что, давайте посмотрим один интересный вариант, который я подобрал. Смотрим, слегка разбито. Ну ничего страшного, нам не привыкать чинить разваленные тачки. Зато хорошая комплектация, М-пакет, Harman Kardon. Вот мы видим по еще одной пищалочке. Вот такой вот мотор с водяным охлаждением, друзья. Хорошо тюнингуется. Пробега 52 тысячи миль. Как-то так. На парктрониках, в большом экране. Короче, тачка пушка. Бонусное время. Ребята, поздравьте меня, я только что купил тачку. Вот она, тачка приехала на эвакуаторе, спускаем. Влево. Все, смело. Самое интересное, диски 20-е. Просто громадная резина Michelin Pilot Sport 4. Что надо делать? По передку ударен пистолет, меняем эту часть. Пакет радиаторов меняем по бамперу. Здесь воздушные каналы. В целом все. И самое главное, нужно купить две фары. Это самое дорогое. Ну что, машина стартует, даже заводится, работает задняя камера, руль с лепестками, все четко. Вот такое вот состояние салончика. Здесь дополнительные запчасти. Салончик с красной строчкой. Что радует в этой машине? Музыка Harman Kardon. Вот пищалочки от нее. Так, целая куча какого-то барахла. Разбитые фары. Сейчас мы это все разберем. Автомобиль я оставил в малярке. Забрал с собой лючок для подбора краски. Сейчас я его завезу подборщиком. И далее я займусь вопросом покупки всяких мелких запчастей, которых не хватает. Все остальное предварительно мною было уже куплено. Это капот, два бампера, пороги. Ну, все, чтобы одеть М-пакет и основные запчасти, которые мне были нужны. Ну что, банда, ремонт BMW 330 подошел к концу. Давайте подведем краткий итог. С момента покупки автомобиля до момента выезда автомобиля на номерах прошло чуть более 3 месяцев. Сам этап ремонта занял чуть более 1 месяца. По деньгам машина мне стала в 21 тысячу долларов. В эту стоимость входит небольшой тюнинг, о котором я расскажу вам далее. А также самое интересное и самое приятное. Я одел на автомобиль М-обвес. Что я имею в виду? Одел М-бампера и М-пороги. Тачка смотрится на них намного интереснее. Ну что, встречаем BMW 330. Поехали! После того, как все дела по ремонту сделаны, самое время переходить к тюнингу. Я не буду в этой серии делать Stage 1 или Stage 2. Я немножко доработаю охлаждение и впуск. Что я имею в виду? Я прикупил жидкостный радиатор интеркулера увеличенного объема, что даст мне хороший запас и задел по тюнингу на будущее. Также я прикупил алюминиевый Charge Pipe, что даст мне хороший запас по прочности в этом узле и позволит надувать машину по максимуму, без каких-либо поломок. Пришел мне радиатор интеркулера. Вот оригинальный размер его, да. То есть радиатор, по сути, больше, чем в 2 раза больше. Соответственно, жидкости здесь больше, и охлаждение будет чуть эффективнее. То есть можно спокойно делать Stage 3 и любые другие доработки. Охлаждение турбины справится. Касательно установки, становится штатное место, штатную кассету радиаторов, и вот эта вот часть выпирает в сторону улицы.
Вот так вот выглядит радиатор в уже установленном виде. Распорки, как мы видим, он не мешает. Есть еще даже место. Следующее, что я установлю на машину, будет Charge Pipe. Вот такие вот пайпы я заказал на AliExpress. Они мне стали порядка $150. Они из алюминия. Соединяются вот такой вот резинкой, зажимаются хомутами. В чем их смысл? В предыдущих моторах, например, 3-литровых там N55, была такая болячка, что как только надуваешь турбину, патрубки пластиковые ломаются, то есть трескают. Если такая проблема в двигателях B46, B48 или нет, пока неизвестно, но в любом случае я решил поменять Charge Pipe с пластикового на алюминиевый. То есть это даст немножко больше надежности, однако есть небольшой шанс, что вот этот металл будет немножко греться от моторного отсека, потому что пластик фактически такой проблемой не страдает. Но в любом случае вещь очень надежная, поставил и забыл, никаких тебе поломок, то есть он не треснет, ничего с ним не произойдет. Итак, финальный вид, как оно все выглядит. Все стало. Сюда оденем сейчас 2 хомута. В принципе, все. После тюнинга, как известно, нужно заняться тюнингом. Установили вот эту вот всю конструкцию, но, как показала практика, вот здесь вот немножко сочится воздух. То есть вот этой вот трубки не хватает. Поэтому была куплена такая более большая силиконовая труба. Установили на машину. Вот так вот все смотрится. По факту 12 сантиметров достаточно вполне. Ребята, я еще забыл об одном маленьком моменте. Многие знают, что после хорошего и капитального ремонта автомобиля нужно сделать очередной ремонт. Что я имею в виду? Машина собрана, от рихтовщиков она выехала, но в данный момент у меня горит ошибка по подушке и периодически выскакивает чек. А почему периодически загорается чек, нам предстоит узнать. И конечно же, чтобы подтянуть все эти мелочи, я отправлюсь к моим друзьям на FixCars. Я приехал. Я в приемке, оставляю ключики, ребята разберутся. Вот я снова у FixCars. Мне только что позвонили, сказали, что машина готова. Что, встречаем, тачка выезжает. Наконец-то смогу полноценно покататься. Привет. Ну что, все, пушка? Все порешали, все шикарно. Кому надо починить свою тачку, ссылка в описании. Заезжайте на FixCars. Ну что, финалочка. Первичный тюнинг сделан. Все сопли по машине подтянуты. Теперь самое время отправляться на 6 километр, найти пару борзых соперников и проверить, на что этот бумер способен. Поехали. Ну что, ребята, я нашел первого соперника. Им будет Яна. Яна, что у тебя за машина? Авалон. Авалон 15-го года. Да. Объем? 3,5. О, это серьезный объем. Ты можешь много кого по городу объехать. Все может быть. Ты умеешь такой мощностью управлять? Пытаюсь. Ну что, посмотрим, что сможет моя BMW против 3,5-литрового мотора. На переднем приводе, естественно. Зарубимся с места и ходим. Ну что, Яна, вы готовы проиграть BMW? Нет? Ну, самое главное, на самом деле, это участие, правильно? Я думаю, что ходом у вас все шансы. Поехали. Ого, Вот минус. Давай, жми. Минус ее. Переднего привода большого. Ага. Она... Ах ты засранец, мистер Голди! Как тебе не стыдно объезжать девушку, подлец! Что, задний привод едет? Едет. Первые победы всегда приятно. Выиграли просто в космос. Такое плохо стартануло? Я же говорю, что передний привод с места это не Сейчас дело. мы все сделаем, поехали еще. Так что, с места или ходом С поедем? места, да. Сейчас попробуем еще раз с места. Давай, поехали. Давай. Хорошо. Давай, ты в пол нажала? Да. Давай, догоняй этого засранца, мистера Голди. Toyota делает вещи, ребята. Да, Бэха мощнее, быстрее, технологичнее. Тут уже ничего не поделать. Так, Игорь, мы не должны проиграть Камри, хотя у нее ход должен быть очень сильный. Да, но она тяжелая. Погнали.
Ай-яй-яй-яй-яй, мистер Голди. Давай, дожимай этого баварца. Есть, Toyota делает вещи. Уху, победа. Автомат у меня явно получше реагирует на такие заезды, правильно? да. Потому что начало было за нами, а потом, конечно, на верхах она меня подсъела. Ну что, Камри валит, и Авалон тоже. 3,5 сила. Как, не крути, да? Купил бы себе 3,5? Не уже, наверное. Яна, спасибо вам большое. Не за что. Ходом у вас машина едет очень хорошо. Но в любом случае надо будет как-то сделать реванш. Вы Надо будет. подучитесь чуть-чуть с места ехать, и может как-то будет поинтереснее. Все дело в том, что когда первый раз, очень страшно. Да, но я думаю, что еще с ходом заедем обязательно. Ходом как раз такая плотная заруба. Lately I've been living like I can't take a loss. They ain't wanna help me, that's what made me a boss. You can't kill my confidence, I think I'm the man. We don't give a f, that's what they don't understand. I'm back again like flu season, I broke records while loose leafing. Приветствую. Приветствую. Привет, заедем? Да, Что за целик у тебя? передний привод, мотор 3S GTE стоит. Тот, который в GT4 стоял да, вообще, по идее. Да? полностью стоковый, только чуть-чуть поднято давление. Да, 1.1. Сколько сил примерно? Ориентир где-то до 300. Ну что, давай, смотри, зарубимся с места, наверное, а потом ходом. Потому что, скорее всего, ходом ты мне размажешь, вот, но с места больше шансов у Попробуем, меня. Ну все, давай, поехали. Посмотри, а? Хорошо зарубились, давай еще разочек с места. Ходом, я думаю, вообще нет смысла. Да, ну интересно валит. Получше был старт, но все равно уходит. Сейчас меньше разрыв. До 2. Да, победа за целикой. Прокачана она хорошо. В этот раз меньше разрыв, порядка 2 корпусов, но ходом ехать смысла нет. Однако есть смысл сделать реванш. Как только зашью тачку, сразу приглашу зарубиться еще раз. Все, спасибо, Toyota сила. Приветствую. Я смотрю, что у тебя модный muscle car. Какой объем? 3.6. То есть это Dodge Challenger, правильно? Dodge Challenger 2017 года. Сколько? 306 лошадиных сил. 300 сил. Ну, машина серьезная должна быть. Да. Ребята, это мускулы американские. Сейчас мы их проверим на прочность. Попробую поставить американского скакуна на место, показать ему, кто здесь папа. Вот они, американские мускулы, которые собираются надрать мне задницу. Акцентирую ваше внимание, что в машине 8-ступенчатая коробка автомат, что действительно уже дает ей хорошее преимущество, плюс у нее больше сил. Но я думаю, что веса в этой тачке немало, поэтому шанс, конечно, у меня есть. Хорошо! Давай, Димон! Будь мужиком, дожимай газ! Расправился с более сильным соперником. Есть подозрение, что у него что-то не получилось, поэтому сделаем второй раунд. Но все равно битва была максимально яркой, и соперник действительно крут. Сейчас наш американский конкурент выехал лучше, но... Рано радоваться победе мистера Голди. Нас ждет 3-й раунд. Ехать будем ходорем. Хорошо, ровненько, но слегка.
Вот сейчас было хорошо. Но было неплохо, то есть видишь, 3 раза и все 3 раза классно показал. Мне кажется, что фишка просто в том, что он... Сколько весит он? Тонна 800 пустая. Вот в чем фишка. Тут меньше вес, вот и все. Здорово. Что ты мне писал, что собираешься начухать Димона? Да, это я писал, приехал разъебать твоего Димона. Это BMW F30, полный привод, полный сток, 245 сил. 245 сил. Со следующим соперником мы поиграем в догонялки. Им будет BMW 328 на полном приводе. Машина стоковая. За счет полного привода она выплюнет. И будет очень интересно, хватит ли мне расстояния добрать эту машину. Потому что все-таки 330 по идее едет чуть интереснее. Но полный привод есть полный привод. Давай! Старт за Богданом! Давай, 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 Димон! Давай, давай! Давай, догнали, догнали! Да, таки B48 на заднем приводе едет даже бодрее, чем N26 на полном приводе. Старт, конечно же, за полным приводом, но ход сильнее был именно у B46 в этом автомобиле. Давай, Дима! Хуярь, хуярь! Уху! Разрыв буквально в полтора кузова, 2 кузова. Вывезет ли Димон в этот раз, непонятно. Разрыв меньше. Давай, кочегарь, кочегарь! Уху! Догнали под финиш, но нам не хватило. Богдан таки был первый в этом заезде. Ну, что поделать. Так, сейчас мы заедем с Германом. Golf GTI, якобы на стоке. Будет очень интересно зарубиться ходом. Что, ты сигналишь, я? Ты готов? Готов, готов. Готов к пиздюлине? Давай, давай, посмотрим, давай. Герман, прощай, Герман, пока. Чувачок. А вот и очень достойный соперник для мистера Голди. Чадаш, привет, брат. Привет, дорогой. Как дела? Нормально, ты? Слушай, мистер Голди купился новую тачку, думаешь, Да, что он я видел. самый быстрый. Посмотрим, Давай докажем ему обратное. посмотрим. Lexus AS Японцы 350, решают. Ты ж Сколько знаешь. сил? 310. Сток, полный сток. задний привод. Задний привод. Отлично, 310. сейчас размажем этого фраера. Да. В Lexus, конечно, больше сил. Автомобиль теоретически может быть где-то легче, поэтому шансы проиграть очень большие. Мистер Голди готов. Давай, Димон! Давай, 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 Димон, не сдавайся! Да нет, это разъеб, чувак, просто в точку. Да, в точку. Это фиаско. Было много букса, и коробка решила далеко не ехать. Ну что, самое время сделать замеры динамики моего автомобиля. Замерять будем прибором Драги 0,100 и 0,402. В баке сотый бензин, колеса 20-е, подчеркиваю, это очень большие колеса, поэтому показатели будут не лучшие. Погода на улице 10,5 градусов. Ну что, цифры вы видели. Данные замеры очень интересны тем, что в следующем видео после доработок я смогу сравнить динамику, как было и как стало, насколько я улучшил свое время. Ну что, на этом ролик подходит к концу. Погоняли очень хорошо, BMW себя показала с лучшей стороны, но, естественно, мне всегда мало, поэтому есть желание доработать машину. В ближайшее время я вам покажу, как машина будет доработана на Stage 2. И я думаю, что мы устроим еще пару очень бодрых заруб. Подберем максимально злых соперников. На этом заканчиваем. Всем пока.